Всем привет, с вами Супер, ну а позади меня находится машина GBX. Что бы я хотел сказать по поводу машины, в принципе, сезона. Я на самом деле рад, что в принципе такая машина теперь существует в джелбрейке. Она, знаете, как-то больше напоминает такой стиль старого джелбрейка, то что раньше были какие-то необычные, вправду, машины, что ли. То есть машины, как бы, они, да, выходили из реальности, но они подходили под стилистику джелбрейка. Ну и на самом деле GBX это именно пример того, как должны выглядеть сезонные автомобили. Ну или даже, в принципе, лимитки там и все в этом роде. То есть машина и вправду выглядит обалденно. Что бы хотел сказать по поводу ее. У нее есть три вот таких вот реактивных двигателя. Один центральный, он как бы активен всегда, когда вы едете. Остальные два загораются в зависимости от того, куда вы поворачиваете. Вот поворачиваю я направо, у меня загорается левый. Поворачиваю налево, загорается правый. Что бы хотел сказать, в принципе, по машине, то, что у нее есть обалденный, по моему мнению, винил, который только на этой машине. Тут присутствуют разные пасхалки, есть, в принципе, название GBX. Ну и на самом деле, вот есть такой эффект, как бы, то, что как будто уже металл, типа, нагрелся, вот, ну, то есть, выглядит все идеально, лично, по-моему. Управляемость отличная, ускорение отличное, что же по интерьеру, на самом деле, руль выглядит странно, но прикольно. Единственное, я очень расстроен то, что, образно говоря, спидометр не работает. Тут прям, вот именно вот на этой машине, как будто он должен был работать. Да, кстати, тут есть пасхалка Бадима. Просто здесь вот эти вот цифры, они как будто вот прям готовы, вот прям означают то, что должен работать спидометр. А также, что хотел бы отметить, то, что на этой машине отдельно как бы можно настраивать сиденье. То есть вот тут есть отдельная вкладка цвет сидений. Получается, я его могу в отдельный цвет. Обычно на машинах остальных это называется интерьер, цвет интерьера и все такое. Я не знаю, почему здесь решили так назвать. Возможно, потому что здесь только сидушки встраиваются. Ну, короче, это уже дело вкуса на самом деле. Тут есть у GBX кастомные звуки. Предлагаю вам их послушать. Что ж, вот я уже и на острове трейдов. Предлагаю затестить максимальную скорость. Примерно, я уже понимаю, какая она будет. Больше она кое-какой цифры, скорее всего, не разовьет. Но предлагаю сейчас это и проверить. Ну что, вот уже и тест закончился, такой мини-тест. Что бы хотел сказать про машину. Очень быстро набирает 200 миль в час. По сравнению с большей частью машин в джейлбрейке, она одна из самых быстрых машин, набирающих 200 миль в час. Это и вправду огромнейший результат. На этом треке я смог развить максимальную скорость 260. Однако я знаю, что может больше с помощью нитро. Поэтому предлагаю ее прямо сейчас протестить. Я уже примерно знаю, какая это будет скорость. Ну и вот максимальная скорость 262 мили в час. То есть, да, больше эта машина не может развить. И скорость после этой цифры не падает и не повышается, да. В принципе, вот ее максимальная скорость. Самое преимущество в том, вот за расстояние вот этого трека она может практически развить свою максимальную скорость. То есть она может развить 260 миль в час. То есть это практически ее максимум. Ну и на самом деле... В принципе, да, это очень клевая машина. На самом деле, почему я и вправду ее рекомендую вам еще также получить? Потому что это идеальная машина для гринда. Если вы, конечно, гриндер, она, как вы видите, такая узкая, приплюснутая практически. Да и, в принципе, она не сказать, что прям габаритная. В принципе, такой мини-обзор получился. Я, на самом деле, не очень умею вам объяснять что-то про машины. То есть, и вправду пытался немножечко без лишней воды вот так вот все напихать. В принципе, надеюсь, вам видеоролик понравился. Пишите идеи свои в комментарии, что еще сделать. Делать ли отдельно обзор 31 сезона в Roblox Jailbreak, само собой. Ну и, в принципе, да, вот так вот. Ну а с вами был Супер, всем удачи, всем пока.